Ой-ой-ой, что же сегодня происходит? X98 S500 стик, который был у нас уже на канале, и он даже одно время был в топ-5 девайсов до 50 баксов, потом из него вылетел по одной простой причине. Что-то происходило с Wi-Fi. Так вот, мы добрались до этой проблемы, выяснили, исправили, и сегодня мы вернем этот стик на заслуженное место в топ-5. Топ-5 чуть-чуть выйдет позже. Но я вам скажу так, очень интересно все получилось и легко исправляется. Так что X98 S500 с нормально работающим Wi-Fi на канале Технозон. Поехали! А знаете, где я сейчас? Сейчас я на AliExpress. Стоит этот стик на Android 11, кстати, с AV1 кодек. Стоит он 33 бакса в среднем. Ссылки на проверенного продавца в описании под видео. А еще я вам советую пойти посмотреть мои обзоры, которые я уже делал. Я делал два. Просто стик S500 и стик на Slimbox. И это очень-очень классно. Ну, то есть Slimbox вообще мне зашел. Но, как же так получилось? Я когда купил первую ревизию стика, я делаю тесты нормально, там 200 мегабит на 5 ГГц Wi-Fi, в принципе, нормальная тема. Чем он интересен стик? Да, там у него есть USB-шечка, у него S905Y4 процессор, это версия 4/32. Как бы все в порядке. Ну, что еще нужно? Есть отличная прошивочка под него Slimbox, AV1 кодек. Ну, давайте сейчас опустимся. Смотрите, AV1 кодек, поддержка HDR10+, достаточно нормальный, современный, мощный процессор, Mali G31 ускоритель, и все вроде бы хорошо. Но мне начали поступать жалобы, когда я выпустил первый топ-5. Люди его купили, ну, как бы все нормально было, потом уже выходит второй топ-5, поступают жалобы. Слушай, баба, говорят, там такая фигня. Говорит, стик плохо работает Wi-Fi 5 ГГц. Уносим от роутера, падает до 20 мегабит. Я такой, ну, стоп, не понял. Для меня это стало интересно. Потом были некоторые события, был занят. Иду здесь, покупаю стик, вот эту вторую ревизию в Европе. Я был как раз, я его купил, сейчас приехал в Запорожье. И покупаю этот стик и начинаю тестировать. Блин, возле роутера 180-200. Отхожу, допустим, 5 метров, она падает там 90, в 2 раза падает, чуть дальше уже там до 10 мегабит. Думаю, что это за фигня? Вскрыл, посмотрел, и настолько мелочная фишка, что, честно вам говорю, даже не стоило мне лезть дальше на FOPDA, хотя я это сделал, я полез на FOPDA, там есть огромное количество, допустим, модификаций охлаждения. Кстати, вот насчет охлаждения, некоторые говорят греется, были какие-то ревизии, у которых был момент с охлаждением, в стиках первой ревизии этого вопроса нет, но, честно вам скажу, это все сугубо индивидуально, нужно смотреть, где-то тонкая прокладка, где-то еще чего-то, то есть все исправимо. Теперь, самая распространенная проблема, я сейчас разберу это все, покажу на примере вот этого вот стика, и мы после модификации с вами проверим, как это работает. То есть там основная была проблема, это то, что там есть приклеенная антенка, которая просто была приклеена криво. Все остальное, там все остальные методы исправления, которые здесь пишут, то есть здесь достаточно много чего написали, различных вариантов, и один из них это насчет изменения, допустим, ширины канала, вернее не ширины канала, а самого канала 5 ГГц Wi-Fi, сейчас тоже это обсудим. То есть это основная проблема была, это кривое наклеивание антенны. Некоторые модернизируют антенну, некоторые еще что-то делают. Я вам честно скажу, что вот просто переклейка мне помогла. Переклейка антенны мне помогла в этой версии. В первой версии у меня все ровненько, специально разобрал, посмотрел. В этой версии вот такая вот фигня. Дальше. Мы с вами сейчас разберем, посмотрим, переклеим, потестируем. И еще один момент. Помогает, для тех, кто знает или не знает, как это дело работать, как работать с роутерами, но для 5 ГГц Wi-Fi, меня там выкинуло, не буду показывать даже это, но для 5 ГГц Wi-Fi я всегда и всем говорил, что китайские стики работают 36-40
канал. Вот это лучше всего 36 канал. Почему? Потому что китайские стики не работают с DFS каналами. Вот так вот, то есть вам нужен двухзначный канал. Об этом, кстати, тут тоже один человек написал, который на Xiaomi работает, ну, использует Xiaomi. У него это помогло, этот момент. Но всегда на всех этих, это, кстати, относится и к Xiaomi Mi TV Stick 4K, там точно такая же проблема, что везде нужно ставить двухзначный низший канал. Это на скорость вашей сети в конечном итоге никаким образом не повлияет. 36 канал будет самый быстрый по сути. То есть 36 канал, и будет это все отлично. Я на 36 канал поставил, все хорошо. Все, ребят, ссылки на все обзоры, на все вот эти вот на проверенного продавца на стик лежат в описании под видео. Переходим, помодернизируем, потестируем и там сразу сделаем выводы. Перешли. Ну давайте же теперь посмотрим на это все действие изнутри. То есть мы имеем с вами X98 стик. Очень классная штука, в том плане, что здесь есть USB. Само собой, не такой прикольный, как X96, который был. Абсолютно не такой. И из-за чего же возникают у нас проблемы? Сейчас мы его подвскроем. Нам нужна отверточка. Давайте его подвскроем. Вот и все. Открывается он просто-напросто, вообще элементарно. Блин, отверточка такая, блин, стрёмная. О, все. И вот здесь вот возникает у нас основной момент. Это вот эти вот самые контакты, которые просто-напросто не прилегают нормально. То есть если я сейчас так вот отверну, вот как закрывается стик. И вот как прилегают контакты. То есть для тех, кто по глазасти разглядят, в чем проблема. Смотрите, неровное соприкосновение контактов. То есть вот эта антенна, она просто аккуратненько отклеивается. Вот просто очень аккуратненько отклеивается. Вот. Все, отклеилось. И переклеивается ровно настолько, насколько нужно. То есть вы взяли, я советую даже там, я не знаю, чем-то их промаркировать, эти усики, да, там, приложить, грубо говоря, и посмотреть, где у вас находятся вот эти контакты, штырьки контакты. Все, пожалуйста, вы поставили их, отметили. Я для себя отмечу таким вот незамысловатым способом. Все, отметка у меня есть. Я понимаю, где мой контакт находится. Первый. Все, я просто-напросто переклеиваю эту антенку. Все. Wi-Fi на моем стике отремонтирован, скажем так. То есть сейчас моя контактная группа полностью совпадает с вот этими контактами, которые там. То есть это единственная проблема, которая была здесь. Она именно была в первой ревизии, этого не было, во второй уже там кто-то, сборщик попался такой глазастый, ну вернее рукасто-тяпляпистый, и все. И это единственное, что было, из-за чего плохо работал Wi-Fi. Так что стик реабилитирован, переходим дальше, обсудим. Ну, смотрите, мы сейчас с вами его включили. То есть я уже, конечно, его тестировал, я его включил специально, чтобы вам показать, как это теперь работает. То есть для меня стик полностью реабилитирован, я вам серьезно говорю. То есть у нас есть, я выполнил те два варианта, которые, ну, как бы я изначально всем говорил про вариант с 5 гигагерцовым Wi-Fi, о том, что DFS каналы точно не будут работать. То есть у меня сейчас уровень сигнала хороший, он показывает, с учетом того, что у меня роутер стоит, я сейчас снимаю в Chroma студии, роутер стоит в соседней комнате. То есть вот в этой ревизии вот это так и сработало. То есть я переклеил антенну и все исправилось. То есть там кто-то что-то зачищает, какой-то лаг, кто-то этот. Ну, у меня хватило такого момента. Давайте мы сейчас с вами протестируем после того, как мы провели эти изменения. Я вам скажу, я вот эту ревизию прошу себе потом на Slimbox и буду наслаждаться. То есть тут не зависит от того, какая прошивка. Тут зависит от того, что у нас происходит с самой антенной. Давайте, я запускаю тест. Я уже тестировал, у меня там 180 было максимально в пике. Сейчас там 124 на загрузку. Но у меня роутер достаточно далеко, метров под 15, наверное. 124 на 117, 170, 180 на... А ну давайте посмотрим на сколько.
на 107, на 110. Вот это вот уже нормальный вариант. Теперь советую идти смотреть мои обзоры и понимать, что это очень даже неплохой получился для нас стик. То есть за такую цену, вы меня извините, 166. Вот я сейчас делаю, сижу серию тестов. И вы вот оно, кстати, начало разгоняться до уже там 166 на 130, то есть пошло там 160, 182 почти на 110. То есть я могу сейчас вам показать результаты теста. Вот они. Все они высокие. И были у меня здесь, поначалу я там пробовал, вот видите, там 9 мегабит, там у меня было там 90, 74 носил, это когда у меня антенна, то есть я его отношу, а у него, ну, в 2 раза падает, грубо говоря, скорость. То есть такие замеры скорости у меня тоже есть, и я их подтверждаю, да. Такая проблема именно на этой ревизии, она была. То есть поэтому я, ну, как бы не могу ничего сказать, то есть тут как бы есть. Но мы видим все как есть. Смотрите, давайте еще раз пусканем, посмотрим на пиковые значения. Вот у нас пиковые значения были. Давайте смотрим еще. Пожалуйста, 200 на 124. Можем посмотреть через спидометр, так будет более наглядно. Вот оно выжимает 180 на сколько там? На 109. У меня вопросов как бы. Поэтому я его рекомендую, советую смотреть мои обзоры. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.